Пора снова подключить к нашей дискуссии Баку. Господа, вы услышали точки зрения, ответы на вопросы российских и американского участника. Может, вы тоже как-то хотите прокомментировать то, что вы услышали? Во-первых, я тоже хотел бы сказать, что для нас большая часть участвует в этой дискуссии перед празднованием 20-летия восстановления независимости. Доктор Гоббл говорил о географии. Я помню 15 лет назад, когда я был стажер, студент в Соединенных Штатах, меня спросили, откуда ты? А где это? И я сказал, что между Россией и Ираном. И мне обычно говорили: удачи тебе, но сейчас картина изменилась. И когда я говорю Азербайджан, может быть, это не первый вопрос в повестке дня США или России, но это важный вопрос в повестке дня. Во-первых, последние 20 лет Азербайджан утвердил свою независимость. Конечно, имеет по экономическим факторам, есть, потому что имеет энергетические ресурсы в связи с своим расположением, но за последние 10, может быть, 15 лет Азербайджан также утвердил себя в важных аспектах, как важный фактор поддержания региональной безопасности, особенно после 11 сентября, когда началась война против терроризма. И в связи с приоритетами, когда приоритеты формулированы были американской внешней политики, Азербайджан стал играть очень важную роль. Я думаю, и на сегодня эта роль настолько же важна, как азербайджанские экономические ресурсы или другие аспекты значимости Азербайджана. Я могу вот добавить, что к сказанному. Азербайджан, конечно, является центром глобального геополитического внимания. Мы также говорим о соперничестве Востока и Запада по поводу этого региона, но, по нашему мнению, не так нужно относиться к Южному Кавказу. Обычно анализируют Южный Кавказ как регион соперничества, так называемой большой игре. Но Азербайджан сам по себе рассматривает отношения с Россией, Соединенными Штатами, с Европейским Союзом на равном уровне, прагматической основе. Мы не за то, чтобы разделять Южный Кавказ на сферы интересов. Нас разочаровывает, когда мы видим у Грузии и Армении другие уровни отношений, нежели у нас. У Грузии не очень хорошие отношения с Россией, и отношения были фактически прекращены, и Армения очень сильно зависит от России и проводит, так сказать, там Россия осуществляет большое военное присутствие в Армении. Мы считаем, что страны Южного Кавказа должны проводить истинную независимую политику и равные отношения хорошие иметь с Россией, США, Европейским Союзом. Для всех есть место в этом регионе. Спасибо большое, Баку. Вот только что из Баку была затронута тема региональной безопасности. Ни Россия, ни Соединенные Штаты, ни Европа, естественно, не заинтересованы в том, чтобы Южный Кавказ оставался зоной нестабильности. Наоборот, он должен стать зоной стабильности и безопасности. Но пока Южный Кавказ таковой зоной, увы, не является. Вот почему до сих пор, даже при международном посредничестве, не удается разрешить замороженные конфликты на Южном Кавказе? Кто из российских экспертов готов начать отвечать? Аждар Куртов, пожалуйста. Если позволите, сначала все-таки некое вступление. Наш американский коллега очень хорошо сказал, что география, она так быстро не меняется, как международная политика, то есть море не меняет свои очертания, Каспий, кстати говоря, меняет, но потому что это море, такой колеблющий уровень моря повышается, и территории то подмывает, то не, наоборот, море отступает. Но не в этом дело. География – это судьба. Понимаете, чтобы там азербайджанские наши коллеги в Баку не говорили, судьба – это быть зоной соприкосновения цивилизаций.
Такая судьба у Азербайджана, такая судьба у всех государств Южного Кавказа. Эта конфликтная зона, она всегда будет сохраняться. И нефть азербайджанская, она на самом деле только увеличила вот эту конфликтогенность этой зоны. Тем более, что нефть сама не только ценна сама по себе, она ценна теми трубопроводами, которые где-то должны проходить. И проходят они, в свою очередь, по зонам, связанным отчасти, может быть, не напрямую, как в данном случае, но с замороженными конфликтами. Замороженные конфликты особая тема. Почему они не могут разморозиться? Тут дело, наверное, не в позициях всяких великих держав, не в американской, даже не в российской позиции. Хотя я очень часто слышу прямо противоположное, в том числе и от армянской, и от азербайджанской стороны. Вот эту красивую фразу, что ключи от мира находятся в Москве. Тем самым, мол, перекладывают ответственность на Москву. Захочет она надавить в данном случае, как азербайджанцы считают, на Армению, должна надавить. Ну, армян прямо противоположная позиция. Никто не хочет брать ответственность на себя. Брать ответственность тяжелых решений, которые очень часто непопулярны, потому что четверть века, это все же началось в такой острой фазе еще до момента юридического распада Советского Союза, который мы сейчас будем праздновать и празднуем, как выяснилось, 20 лет восстановления независимости. Это началось еще в конце, по сути дела, 80-х годов. Так вот, в этих условиях, когда выросло уже, может быть, даже не одно, а где-то 1,5 поколения, воспитанных на том, что наш сосед – это исторический враг, который сделал нечто нехорошее, присвоил себе чужую территорию, и мы должны любым путем, это наша национальная идея, эту территорию вернуть. А война, даже если она сейчас остановлена перемирием, заключенным в начале 1994 года, она предполагает и наращивание мускулов. Всегда так было. Наращивание мускулов, поиск союзников. Союзников вовне, которые могли бы помочь и политически, а в лучшем случае, даже в самом оптимальном варианте, и военным путем. Чем, по сути дела, занимается и азербайджанская, и армянская страна. Пожалуй, я соглашусь с тем, что Кавказ, и Северная и Южная, традиционно действительно всегда был зоной конфликтов. В конце концов, посмотрите историю. До прихода России на Кавказ конфликты там не утихали. То есть, не знаю, здесь вообще, так сказать, это вопрос для, мне кажется, очень глубинного такого, скажем, и исторического, и политического, да, и, может быть, даже культурного исследования, культурологического, потому что нельзя свести всю историю Кавказа, скажем, к противостоянию России с кем бы то ни было, или к российским воинам, или еще к чему-нибудь в этом роде на Кавказе и прочее, прочее. Ведь и до прихода России Кавказ был погружен в пучину бесконечных конфликтов. Мне кажется, эти причины крайне глубокие, и они, скажем, за 2 дня не решаются. И в этом смысле, конечно, совершенно очевидно, что международное посредничество крайне важно в этом вопросе. Но действительно, в ситуации, когда, например, скажем, позиции сторон несовместимы на 100%, никакие международные посредники не помогут. А очень часто на Кавказе это именно так и происходит. Не только в случае с Нагорным Карабахом, в случае со многими другими конфликтами, даже с конфликтами на территории той же России, Северного Кавказа. Позиции сторон несовместимые на 100%. Одна сторона, так сказать, абсолютно зеркально является зеркальным отражением позиции другой. И у посредников, в общем-то, руки опускаются в этой ситуации. Что касается посредничества, скажем, со стороны, если мы сейчас говорим с Вашингтоном, со стороны американцев или европейцев, мне кажется, было бы очень здорово, если бы у них были бы какие-то, так сказать, предложения, но конфликт, как уже было замечено, длится 25 лет. И если эти предложения есть, почему же они до сих пор прячутся, так сказать, в каком-то потайном рукаве? Показали бы их, да, так сказать, если они существуют у кого-то, кроме тех, кто на регулярной основе занимается разрешением этой проблемы. Если они есть у кого-то, так сказать, поделитесь с нами вот этим гениальным ноу-хау, и, может быть, мы поймем, как надо урегулировать конфликты. Где они, эти, так сказать, гениальные переговорщики с готовыми решениями? Я, честно говоря, их не вижу. И я в этом смысле тоже, пожалуй, соглашусь с своим коллегой в том, что все-таки без доброй воли непосредственно конфликтующих сторон конфликты на Южном Кавказе, скорее всего, разрешены быть не могут ни при каком посредничестве. И в значительной степени, скажем, это посредничество иногда оказывается абсолютно таким обессиленным, вот такой вот стопроцентным неприятием позиции сторон друг друга. И я боюсь, что это, в общем-то, так сказать, такая история еще достаточно надолго. И в этом смысле приоритетной задачей является просто недопущение перехода этих конфликтов в горячую фазу. Потому что эта горячая фаза может похоронить под собой весь Южный Кавказ.
Спасибо. Это было мнение эксперта Сергея Михеева. А сейчас я передаю слово в Вашингтон. Самир, пожалуйста, комментарии, вопросы с вашей стороны. Большое спасибо, Оксана. Я уверен, доктор Гобл откомментирует. И у меня еще будет вопрос. Мы сегодня будем говорить о Южном Кавказе, но, как мы знаем, завтра 20-я годовщина Азербайджана. Мне хотелось бы сузить немножко обсуждение вот этой страной. И для господина Гобла и российских коллег нет сейчас смысла спрашивать участников Баку. Я знаю, что они ответят на вопрос. Вопрос такой: какую роль играет Азербайджан в регионе? И может быть, является ли он, и может ли он быть региональным лидером? Я только не только имею в виду Южный Кавказ, может быть, в более широком плане. Господин Гобл, ваш комментарий. Два вопроса и два типа комментариев. Во-первых, Соединенные Штаты Российской Федерации и Франция являются сопредседателем Минской группы ОСБЕ, и задача которой восстановление территориальной целостности Азербайджана. И при предложении самой широкой автономии Нагорному Карабаху в рамках восстановленной территориальной целостности Азербайджана. Это публичная позиция трех правительств, трех стран. То, что президент Медведев Российской Федерации заявил на саммите с президентами Азербайджана и Армении. Так это, насколько это задачи разрешимы, достижимы, сейчас это другой вопрос, но, по крайней мере, но мы считаем, что это достижимо. Что касается Азербайджана как регионального лидера, Баку, конечно, намного важное место, чем многие люди признавали. Последние 20 лет Азербайджан стал более, так сказать, тяжеловесным, что ли, государством. И не только потому, что нефть и газ. Как было сказано, нефть и газ недостаточно, чтобы сделать важной страной. Или так, трубопроводы. Очень многое зависит от политической воли, политики. И балансированный подход, который Баку занял, стремясь положительно отношения со всеми соседями, но другое дело, так сказать, как видят себя, как ведут себя эти соседи, это, может быть, предел возможности Азербайджана. И одно из самых удивительных вещей за последние несколько месяцев — это увеличение роли Азербайджана не только в мусульманском мире и в таких дальних регионах, как Латинская Америка. И нет мало стран на земном шаре, которые имеют политику, которая простирается на такие дальние регионы. И конечно, Азербайджан может быть самая важная страна Южного Кавказа, и важность будет расти. И не потому, что нефть, а в связи с политическими решениями, которые принимаются. И да, Азербайджан находится в конфликтной зоне, и Азербайджан пытается выстраивать отношения со всеми сторонами, конструируя новые отношения, что не сделала ни одна страна. И в 20-ю годовщину восстановления независимости Азербайджана это есть нечто, чем могут гордиться азербайджанцы и другие, смотря на Азербайджан, тоже, так сказать, под большим впечатлением от этого.